Детей я никуда не собираюсь отдавать за детей. Я просто поубиваю. А кого надо убивать-то? Нет, я имею в виду, если будут забирать, я просто глотку перегрызу за своих детей. И мы ей говорим, бросай пить. Лишить могут родительских прав. А вот сын часто ее бьет? Там сегодня он, через день папа. А кто ударил-то? Муж. Вы с мужем развелись фиктивно для того, чтобы вы получили деньги на корову. Действительно, это было так, потому что как мы вместе, мы, получается, богатые. Ее ежедневный набор – это бутылка водки и сигареты. Оля очень хорошая мать. Девочка пыталась утопиться. Мальчик мать лупит. Он очень добрый, он своих сестер всех любит. К нам приехала кума Анна Бумажкина. Она ставит жесткие условия. Или лечение, или лишение прав. Здравствуйте. Тут такое дело. Наша сегодняшняя героиня с синяком под глазом. Вопрос. Муж, сын или корова поставили ей этот синяк? Ну, я точно знаю, что я здесь ни при чем. Сегодня в нашей студии Заур Юлдашев. Он очень переживает за детей своей соседки Ольги. Заур, здравствуйте. Здравствуйте. Что произошло, что случилось? Почему переживаете за детей? Ну, у нас беда произошла. У нас как бы в деревне, у меня знакомая есть хорошая, она многодетная мать. Мы все там многодетные. И это самое, она просто начала пить много. Как бы мы переживаем, и мы ей говорим, бросай пить, потому что, лишить могут родительских прав. А сколько у нее детей? У нее 5 малолетних Да, и детей. еще есть. И еще есть вроде старшая, да, но она там от другого брака, она уехала, женилась, уехала в другой город. А, то есть с ней она не живет. Нет, с ней она не живет. А 5 детей, вот эти вот Тимофей, Варвара, Людмила, Есения да, и Есения, Глафира, Глафира, да. живут с ней. Живут с ней, да. А она все. пьет? Она пьет вообще сутки трое там, и как все работают, она так пьет. А где деньги на это все берет? Детские пособия. Вы где живете-то? В каком? Волгоградская область. Волгоградская область? Да. Она всегда так пила или что-то случилось? Нет, она так раньше не пила. Я ее лет 6 знаю, то бишь последние 2-3 года она так пьет жестко, да. А раньше нет, раньше она была работящей, у нее там коровы было, и полный огород, там все было. А может быть, что-то случилось, какая-то трагедия в ее жизни произошла? Ну так ни с чего, ни с того, ни с сего вдруг пить начать? Да какой, я такой-то особой трагедии-то и не помню. А мужик у нее есть? Но это даже мужиком назвать сложно. Он есть там просто. Существует оно какое-то. Тоже пьет? Да, синячит жестко. А это отец детей или кто? Да, Всех? всех 5. Ну, то есть это ее, ну, он законный супруг или Нет, они развелись года 2 назад. То бишь, вот как развелись, он от нее и не отходит. Как пиявка присосался к ней. А он не работает? Не работает. Он лет 8 назад водителем работал в маршрутке. Ну, и все. Он забыл, что такое работа. А она в вашей деревне живет или нет? Жила в моей деревне, а 3 года назад она 2, может, чуть больше, переехала в соседнюю. Она купила там дом по квадратуре, такой же небольшой, маленький домик. И теперь они все там живут. Понятно. А правда, что старший Тимофей маму поколачивает? Да, это у них как стабильность, я не знаю, там сегодня он, через день папа. То есть ее бьет и сын, и да, муж этот? 15-летний опарыш этот. А чем он занимается? Учится где-то 15 да, лет? там школа у нас есть, учится. Да то он учится, то он не учится, там вечно жалуются все. За что он ее бьет? Просто так? Ну, там денег там на что-то не даст, он может ей щелкнуть, там, или еще что-нибудь не так сказал, он ей там опять двинет. Там, Подождите, без есть же проблем. дома папа, он что, не Какой заступается папа? за нее? Который от него тоже отгребает? Это папа? А он и папу бьет. Он и папу бьет. С ней-то пытались говорить? Конечно, я лично с ней говорил. Я ей просто в открытую говорил. Я говорил, глянь на меня. Я говорю, я сам пил раньше, прям по-черному пил. Но сейчас 4 года вообще как бы не употребляю. И я говорю, ничего сложного бросить нету.
Я говорю, бросай пить, иначе я тебя сам сдам, потому что я не могу уже на это А смотреть. вы ей говорили трезвый или пьяный? Вот это? Она такая была под шафой, да. Ну, это же бессмысленно. Ну, потому что когда я ей говорят трезво, если я ее трезво толком увидеть не могу. Ну, вот еще один вопрос. Знаете, у нас в деревне жил такой Славка, его все звали. Он был, пьяница редкий. Мгм. То есть вот он может там пойти в соседнюю деревню, взять спирту, 2 бутылки и одну выпить, в поле уснуть, потом встать, дойти до дома, вспомнить, что их было 2, Пойти пойти в потемках искать эту бутылку, и чтобы не потерять ее. Тут же в поле, значит, ее оприходовать. Но у него были идеальные грядки с капустой, со свеклой. То есть вот он, когда трезвый, золотые руки. У нее так же или нет? Нет, она раньше была такая, то бишь она могла на выходных выпить там или праздник, ну, неважно, можно и не выходные просто могла выпить, но огород, то бишь скотина, все было хорошо. А сейчас... А сейчас нет, сейчас вообще ничего. Вот перед тем, как мы позовем ее для того, чтобы спросить, как она дошла до жизни такой, давайте посмотрим, как она живет. Это мой дом. 800 тысяч он не обошелся. Когда я сюда въехала, здесь забора не было. Мы вот поставили вот этот забор. Есть огород небольшой. На данный момент то, что у меня осталось, это перцы вот в данный момент, которые еще доцветают, баклажаны, помидоры зеленые остались. Есть парник. Там у меня хрюньки живут маленькие, курочки. Тип-т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 ип. Вот тут у меня чуфыры. Хрюньки, я их так называю, чуфыры. 3. Хлебом кормлю. У меня есть корова еще. Это мой 2-й участок, который никак не могу забор построить. Иди сюда, моя девочка. Вот моя девочка, Яночка. Еще у нас есть тёлка. Она сейчас в пастбище. Моя Янушка, моя девочка. Вот заказала щебенку, песок для строительства специально. Где-то кто-то люди шифер отдают, перекупаю, чтобы хотя бы забор сделать. Ну вот как-то вот так вот мы и живем. Слушайте, ну, смотрите, даже огород какой-то есть. Какой? Ну, какой огород? Там, это Волгоградский район, там палку воткнешь в землю, она растет. Слушайте, а вот ходили слухи, что вообще-то с мужем они разошлись фиктивно ради коровы. Там что-то они мутили там. Мутили, да? Да, я давайте, не впадал давайте, в Ольга. Ради коровы. А вот сейчас- подробности, я не знаю. Саша, это мы не можем обсуждать на Первом канале. Сейчас мы Моя По психика этому этого поводу- не выдержит. с Ольгой по этому поводу и поговорим. Давайте ее позовем. Я не пойму, ты что несешь, а? Вот что ты несешь? Правда. Я многодетная мать. Ну да. Я не запойная. Ты Я не забыл запойная. себя, я не пойму. Нет, я да, у меня говорил. трудный подросток, я не скрываю это. Что ты вот врешь на каждом шагу? А Или где? забыл, как тебя возила Лена в тележке? Нет, я говорил, я Или бухал. как ты пьяным в костер падал? Бухал. Бухал, да ты Бухал, по но я черному не пью. бухал. Я Как уже я тебе 4 кричала, и года тебя не пью. Лена бежала от эпилепсии, колола Так эти. когда было? Послушайте, Оль, Это он- было год назад. Оля. Чего? Год назад, Оля, у как тебя тебя Лена уже крыша закодировала. едет. Уже Это у тебя крыша ехала. назад. Когда Лена ко мне приходила и говорила: Оля, я не знаю, что с ним делать. Она тебя в дурку закрывала. Год- Ты в дурке Дашь лежал. сказать? Оля, Дашь вы, сказать? кажется, перепутали программы. Да. Она не про Извини. него, а про вас. Извините, пожалуйста, здравствуйте. Вы не пьете. Нет, запоев у меня нету. Ну, я, допустим, я могу позволить себе там баночку пива. Бывает такое, бывает. Как часто? Да не так часто, ну, могу. Ну, каждые бывает, 15 минут это не так часто по банке Нет, пива. Ну, нет, это неправда, во-первых. У меня дети и в садик ходят, и в школу ходят. Да, Тима у меня действительно сложный подросток, я это не скрываю. Вплоть до того, я с ним на уроках сидела. Это он, Было вам, это такое. он вам фингал поставил? Нет, это не он. а кто? Это получилось, меня ударили вот сюда вот, и у меня сюда все пошло. А кто Кто ударил? ударил? Муж. Получилось, хотел пошутить, вот сюда вот ударил, в саму косточку А это он у попало, вас а у так меня шутит? сюда сошло. Это шутка была. Ну, как шутка. Не то, что шутка, он там
сигареты, на сигареты денег дай. Да, он у меня не работает на данный момент, я не скрываю Он у вас это. просил деньги на сигареты. Да, он меня спросил деньги на сигареты, я ему не дала. Он говорит, ну что ты делаешь? И вот так вот мне вот сюда вот ударил. А зачем вы пытались наших редакторов убедить, что это вас корова боднула? Было и такое. У меня, честно говорю, пол задницы было синих. Вот она 3 раза меня припечатала просто-напросто к забору. Ну, благо, что я худенькая. Слушайте, Мимо кстати, прошла. кстати, Так насчет- она меня вот так вот 4 раза подкинула. Кстати, раз Это уж- хорошо сосед вышел и отбил. Хорошо не бык. Подождите, я как раз хотел насчет коровы-то узнать. Говорят, что вы с мужем развелись фиктивно для того, чтобы вы получили деньги на корову. Это правда? Да, это было так. Действительно, это было так, потому что как мы вместе, мы, получается, богатые. А кто корову получил, он или вы? Я. А он богатый. Ну, у него, получается, у него 2-комнатная квартира, у меня 2 дома и участок. И вам И у нас, полагается корова. получается, от соцзащиты, да, что нам не положено. Очень странно. Приходит женщина в студию Первого канала и говорит, что пьет она мало, только по праздникам и пивка, но совершенно не стесняется делать это при нашей съемочной группе. Давайте посмотрим. Я спиртное сильное, я никогда не пью. И ты вот для успокоения, да, он сейчас? Да, это все, это табу. Потому что я и баба, и мужик, я и лошадь, я и бык. Я для вас тут шампанское приготовила. Вы хоть это после работы долбанете. Было бы здесь валерьянка, то валерьянку не пью. Водку я точно не пью. Я могу выпить там винца, пивка. И то так, чтобы дети не видели, а из-под тишка. Хлоп-хлоп и все. Нервы сдают. Господи, прости меня. Валерьянка. Вы на учете в ПДН стоите? Да, Из-за старшего? да, из-за старшего сына. Мгм. И приходят к вам, навещают, Да, проверяют? приходит к нам и центр семья, и фельдшер приходит. И? Они приходят. одно Вы, единственное, вы да, вот. трезвая, да? Ну да, я, в принципе, трезвая, все, они И они приходят, пишут, кушать мама готово, всё трезвая, да? есть. Да. Было такое, когда они ко мне приехали на день рождения. У дочери был день рождения. Ух ты, у дочери? Ну да. У какой? Не из этой, старшей. У старшей был день рождения. Она от другого мужчины, верно? Да, она от А первого вот брака. эти все от... От этого. А Тимофей только вас обижает? Ну, в основном, да. Когда вот он вас первый раз ударил? Это, наверное, было с полгода назад. Мы с ним поругались из-за мотоцикла. Он у меня просил, выпрашивал спортивный мотоцикл. Он Я тебя ему сказала, просит не пить постоянно. И это он И за тоже это мне он говорил. тебе дал Он в говорит, дыню. мам, А как вы поступили после того, как он первый раз вас ударил? я с ним сидела, разговаривала, объясняла ему. Что, Не Тима, пом- нельзя на маму руку Не поднимать. помогло, правда? Нет, не помогло. Значит, ваш суженый ряженый муж-то не работает? Да 2 года, наверное, уже. 2 года. Теперь, я так понимаю, что вы уже 11 лет в декрете, правда? Да. Да. Значит, вы все, семья, живете только на детские пособия. Нет, я выхожу на подработки. Куда? Я выхожу в крольчатник, бывает. Я выхожу, там, огурцы, там, Как часто засолки, бывает? все. Ну, вот я недавно, вот Лина Ну, когда к нам недавно? приезжала, Месяц-два Вот, в октябре выходила в начале. на огурцы, Нет, на арбуз выходила. на арбуз. 2,5 тонны перетаскивали. Понятно. И сколько, На вам, засолку. сколько вам заплатили? 1500. 1500 рублей. Да, но я там, буквально мы работали, может, часа 3-4. Сколько у вас, не секрет, есть шампусик-то стоит? Да, рублей, наверное, 200 с чем-то. А пиво? 100, 104. Понятно. То есть, смотрите. Значит, вам на один глоток 300 рублей раз улетели. Верно ведь? Ну, я же не часто На следующий, это да, как не употребляю. часто. На следующий день 300 минимум. Опять, это еще при том, что мы сейчас вашего этого не читаем, который за компанию бухает.
улетели. Работаете вы раз-два в неделю. Какую неделю? В месяц, наверное, да. То есть вы себе на ханку зарабатываете, а остальное, то есть едите вы за счет чем? Вот что это за огород у вас? Скажите, пожалуйста. Огород мы уже картошку выкопали. Все это уже Сколько выкопали. картошки? Картошки мы накопали 3 мешка. Ну, сейчас вот я опять заказываю на зиму. 3 мешка на зиму? Нет, на зиму мы это сейчас вот кушать, а на зиму мы заказываем. А почему не вырастить? Ну, там маленький огородик. Ничего себе. Так у вас же второй участок есть. Ну, второй участок, туда не находишься. По 1,5 километра вот это вот бегать туда, поливать и все. Давайте посмотрим, как вы живете, и с вашими детьми познакомимся. Сам дом мой. Это тамбур. У меня здесь стоит морозильная камера. Здесь у меня курица, говядина, фарш, курино-говяжий. Здесь у меня рыба. Вот остальная, вторая часть моего дома. Здесь дети купаются. Титан с горячей водой, чтобы вода была всегда, что детей могла искупать. Дитё мне помогает. Умываемся вот так пока. Бани нету. Чама, умничка моя, купайся. А это Есения моя, предмладшая дочь. Сынок старшенький, спит после рыбалки. Это его угол, он отдельно, это чисто его территория. Под столом у нас Варвара прячется. Это вторая комната. Обои я не успеваю клеить. Я только поклеила, тут же детвора подходит, обдирает. Здесь девчули у меня спят, здесь Людочка спит с Варей, здесь Глаша с Есей. Я пока дрыхну на полу. Это Людмила, это Глафира маленькая. Я им всегда рассказываю на ночь сказки. Детей я никуда не собираюсь отдавать за детей. Я просто поубиваю. А кого надо убивать-то? Нет, я имею в виду, если будут забирать, я просто глотку перегрызу за своих детей. Дети – это для меня все. Послушайте, так есть... Я только ради них и живу. Смотрите, есть более легкий выход. Не надо никому грызть глотки, не надо никого убивать. Нужно просто перестать пить. Да я вам говорю, И взяться за я так голову. не пью. Вот, нас даже элементарно ПДН приходила Екатерина Карапетовна и Мария Вадимовна. Нас уже собирались снимать с учета. Знаете, Потому что они Послушайте, видят, ПДН что всё это идет ваши к лучшему. подружки. Вы же сами раньше в ПДН работали. Ну да, было. Но это было давно. скажите вот что. Вы сколько в месяц получаете от государства на детей? 63 тысячи у меня выходит. 63 тысячи. А куда вы наши деньги дели, которые мы вам выдали как материнский капитал? Материнский капитал я использовала, купила второй дом И где он? на Тырлах. А зачем он вам? Как зачем? Я просто Детям спросила. потом. Детям. Я хочу сейчас посмотреть на наследство будущее детей, на этот Ну дом там в все Тырлах. еще ремонт, все нужно Подождите, будет вы нам делать, пока... всё Слушайте, деньги мы сами понимаем, где ремонт, а где разруха, ладно? Я Давайте его когда взяла... посмотрим, давайте. Когда вот муж, сынок достают, когда гнобят, я, бывает, убегаю сюда. Самый драгоценный дом. Тут раньше ни света не было, ни воды, ничего. Сначала скважину провела здесь. Дальше у меня там был сарайка, там коровка жила. Тут сарайка у меня. Тут я раньше хрюшек держала. Здесь у нас огород. Огород здесь. Мы одно время здесь картошку сажали. Дом сейчас не очень, не ухоженный, естественно. Мы здесь сейчас не проживаем. Тут раньше, когда я купила, ни печки, ничего не было. Все сама делала, все самостоятельно, все сама. Клеенку наклеила, потому что если обои клеить, они просто от печки, когда печку топишь, оно все отстает. Свет, да, я полностью все сама проводила, потому что здесь света вообще не было. Хоть что-то, но есть. Только лампочек нету. Вот. Если у меня будет безвыходное положение, я просто прибегу сюда. Там просто-напросто ничего бы на вот эти деньги, нигде ничего такого не А зачем их приобретать. надо было Послушайте, ну тратить? можно было не покупать, можно было оставить детям на обучение. Но купить халупу ради того, чтобы просто что-то купить, ну это очень странный поступок. Нет, мы сейчас вот разговаривали с Сергеем, мы хотим просто-напросто все объединить
продать и купить большой дом, допустим. Фундамент сейчас это хотим... Я еще раз Что-то говорю, ваш всё сосед, в денежку, в что-то ваш денежку. сосед смеется, сидит. Ну, потому что он строитель, я ему даже сама говорю, был зовут такой Да, она разговор? Я мне говорю, как если просто что, говорю, история, она мне построй мне баню, я сказал, ну купи материалы, я тебе построю. Да, Она он мне- купила не, он мне материалы и предлагал. все, и забыл этот материал. Теперь Нет, кто я хочет, еще то не- и строит с этого материала, но Нет. только не она. неправда. Он как лежит, так и лежит. Одно единственное, все в деньги. Вы понимаете, да, что там щебетка, это все не дешево. Все это не дешево. У вас какие отношения с соседями-то? Да неплохие, в принципе, мы не ругаемся как-то. Ну, вы одна пьете или с кем-то? Да нет, я могу, допустим, выпить, но я стараюсь никуда не ходить. То есть одна? Да, я стараюсь никуда не ходить, нигде не рисоваться. Понятно. Вы нам сказали, что вас на учет в ПДН поставили, да и то сейчас снимать хотят, да, из-за Тимофея, правда? Ну да, это началось с Тимофеевым. Понятно. К нам приехал человек, который все видит, все знает. В маленьких селах такие обычно где работают? Дай догадаюсь, продавщица. Да. В магазине. В магазине, все верно, да. Екатерина Потапова. Вот сейчас она к нам и придет. Здравствуйте. Здрасте. Ну, Почему ее поставили на учет? Насколько Да. мне известно, в деревне говорят, что на учет поставили из-за того, что у тебя топилась дочка. По поводу топилась дочь. Да, ее хотели вытащить из воды, она не хотела вылазить. Школа сообщила в ПДН. Приехали это ПД была тихо, да, я такая история, договорила. была такая Была? история. Вы забыли, Была. что у вас Школа, дочка Ты была. забыла? топилась? Школа сообщила в ПДН, тебя поставили на учет, и на что ты очень сильно возмущалась. Какое право имеет школа лезть в мою личную жизнь? И я на них в суд А что подам. она называет личной жизнью? То, что ее дочка топилась? Да, а они Да она обратили не на это топилась. Ой, да, внимание. точно, было такое, Ну, чё топилась, это ага, вот- вспомнила. вот бред, Да-да-да. ну, Кать. Мгм. Мгм. Я знаю, мне Полина позвонила. Полина туда бежала. Они купались. Они купались, и она говорит, я сейчас буду топиться. Она просто с детьми игралась. Она это У неё говорила? даже в голове не было такого. Вы же работаете в магазине Да. и знаете, кто чего покупает. А вот расскажите, пожалуйста, что они берут в магазине, как часто и на какие деньги? Ну, ее ежедневный набор – это бутылка водки и сигареты. Но это я не себе беру. Вот, да. И фраза, не и себе. фраза. Какой-то бабуля. Чекушка, пиво, как она, ряженую какую-нибудь деду, а мне сигареты за то, что я ходила. Не, ну меня там просят Это действительно, что у вас чтобы за взять. бабка какая-то Ну, с алкоголичка ее живет? слов я Ну, не знаю. получается, они просят, чтобы я ей купила. Она не может там ходить. Вот это вот видео я же видела, где ты пила шампанское с горла Ну. и пиво. Ты сказала, это я работала в тот день, утром она пришла, это не мне. Я говорю, Оля, не надо, к тебе съемка приедет. Да, это не потому мне. что мы с это не Линой Она мне. так же и разговаривали. водку типа бабки Да. таскает, а Ну, сама... теперь я понимаю, что Нет. да. Вы знаете, Люда, с которой мы поговорили, она за мать заступается, но мы от нее узнали, например, что папа работает, Не, он а мама периодически и папа не выходит. пьют совсем. А Давайте, чуть-чуть переврала. давайте посмотрим. Мне нравится с мамой жить, потому что она добрая. Еще нам покупает, футболки покупает, что все нужно до дома покупает. Ругает? Нет, ни капельки. Не ругает меня. Вот кто бесится, она ругает. И она нам сказки читает. Когда кто-то не засыпает, она помогает ему засыпать. Она не пьет ни капельки. Еще зарабатывает денег. Папа, он в городе работает. Ему нелегко папе, потому что папа не хочет в город ехать. А папа пьет? Нет. Вы с девочкой говорили, да? Да, я разговаривала с девочкой. Чувствуется, что она очень любит свою семью. И, естественно, она не будет говорить против семьи. Это в целом неплохо, но, с другой стороны, я все же хочу направить внимание именно на родителей, потому что дети — это индикатор именно того, что происходит в жизни у родителей. И в первую очередь надо разбираться, что там, почему такие путаницы. То пьет, то не пьет, то бьет, то не бьет. И когда все эти моменты будут проработаны, когда все вот эти вот непонятные истории будут убраны из жизни, тогда будет светлая картина и будет понимание того вообще, что происходит.
И таким образом и у детей тоже жизнь начнет улучшаться. Потому что они, глядя на вас, будут видеть, что да, возможно, сейчас есть какие-то проблемы, но они решаемы. И если мама смогла их решить, то и они в своей жизни смогут решать свои проблемы. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот сын часто ее бьет? С ее слов, да. Она жалуется. Она прям, да? жалуется. Но Ну, он Сергей как-то так, с ее что слов там. никогда ее не бьет. Ее либо Тимофей бьет, она рассказывает, либо корова, либо она сама. Но когда синяки сходят, она признается, ну, все-таки это Серега. Мгм. Ну, А Вот почему это она вот это его была так? Серега. А почему она его так Я думаю, она его выгораживает? боится. Потому что если Боится? признается, еще больше получит. Вот тут, поскольку Серега отказался от участия в программе, на нем хозяйство огромное висит. Да, вот Какое? как это он? Как ну, поросята, коровы, коровы, поросята ну а еще. как, куда же, Коровы, да. как? Но он нам дал комментарий, Заур, думаю, вам будет интересно. Обычно живем. Вся страна так живет. В органы опеки, да, постоянно жалуются? Вы знаете? Стучат, Стучат? постукивают. Завистники называются, я так думаю. А чему они завидуют? Не знаю. Был бы Общались. хороший человек, он бы так не поступил. Согласитесь. Вот мне что, делать нечего, я сейчас буду писать кляузы всякие на всех. Мы с Олей общались вчера. Да, ну бывает, она выпивает. Ну ей какое дело от этого? Что она Ну в да. чужой огород-то лезет? Ну, жена Заура, Да, получается? да. Это у него срывы, он сейчас закодировался, у него срывы бывают, да, А. месяцами. Говорят, что вы там деретесь. Первый раз слышу такой. А для вас, короче, это удивительно. Ну, естественно. Угу. Я бы не додумался до такого, если честно. Чтобы на кого-то так Да. сказать. Вы вот честно вам говорю, видно, тетка неплохая. Я вот искренне это говорю. Да. И я прям Работящая. верю в то, что вы действительно работящая и в состоянии там, вот видно. И язык у вас хорошо подвешен, вы такая с юморком. И правда могли бы и с детьми нормально заниматься, книжки читать, даже там что-то. Вот честно. У меня дети Ну в вы садике, и всё пьете, это у ходят. вас большими буквами на лбу написано. Да. Но понимаете, к сожалению или к счастью, когда женщина пьет, это моментально видно. Внешность выдает. Только не надо рассказывать, что у вас почки простужены. Ну, Хорошо? конечно, нет. мне 40 лет, Оль, тебе 43. Вот не дай бог, что через 3 года я так буду выглядеть. Да куда вам? Я вот, Во-первых, допустим, он я надо за по Серегу парикмахерским замуж не выйти. хожу, по этим не хожу. До Мне этого. некогда, мне реально некогда, потому что все хозяйство, все на мне. У меня нету мужской Так- такой вот сказать, Так что там... вот, А Серега для помощь. чего? А что вы, Смотрите. тогда не гоните вот этого вот, который присосался как гнала, пиявка? бесполезно. Что значит бесполезно? Ой, Бесполезно, Олечка. он все равно приезжает. Он когда не пьет, он нормальный. Он же не пьет. нормальный. Он же не пьет, Он он же не сказал. пьет. Да, ты же Нет, сказала, он не все равно, пьет. он выпивает. Посмотри на себя, Глянь как на ты себя, выглядела, блядь, Оль, человек, посмотри. человек. Я Поверху. сейчас не в осуждении это говорю, услышьте меня. Так, дамы, И тише, Заур пожалуйста. вас не осуждает. Люди вам помочь хотят, понимаете? Потому что это сейчас так. А следующая фотка будет в гробу. Да. А у вас дети. И Понятно, я это только ради алкаш. них и везде и тянуся. Разговор про то, что Прими вы сами помощь. не заметили, как стали бухать. Так обычно, к сожалению, происходит. И вам все кажется, что вы еще на той стадии, когда вы баночку пива пили. Это незаметно происходит. У вас в голове это отложилось. Ну я ж баночку пива. А это давным-давно уже не банка пива. Это уже давно несколько бутылок водки. Просто этого человек не замечает. Я водку очень редко когда употребляю, и то, если когда у кого-то Покупаешь день каждый рождения. день, Оля. Напрасно. Покупаешь каждый Покупаю день. я ж не себе ее. Ну что мы я не обсуждаем? Ну себе посмотрите беру. на свою фотографию еще раз. Ну посмотри, ты когда Все, приехал... точка. Когда Дальше обсуждать нечего. Есть человек, который вас считает хорошей мамой. Давайте познакомимся с ней. Это Зинаида Я, Филина. кстати, тоже Зинаида, идите к нам. поверю, что вы хорошая мама. Здравствуйте. Я не знаю, я считаю, что Оля очень хорошая мать. А мы сейчас не про то, какая она мать. Мы говорим Но про я то, ее что... более 20 лет знаю. Ну вот Но она смотрите. пьет. Но я созваниваюсь с ней очень часто. Послушайте, она И говорливая. чтобы от нее там какой-то вот По этот телефону вот- пахнуть должно, да? Не, ну почему пахнуть? Вы думаете, по разговору непонятно? Посмотрите, она же, выпив бутылку шампанского из горла, спокойно разговаривает. Она, в принципе, такая сама по себе живчик. Шустрая она, Ну? да. Она шустрая, она все добивается. Девочка пыталась утопиться, но если верить словам. Мальчик мать лупит, в школе не хочет учиться, в ПДН на учете стоит. Хорошая мать. Тимофей у нее хороший.
Я не знаю, что наговаривает. У нее хороший Кто Тимофей. наговаривает? Просто у Она него... сама говорит. Да, у него такое поведение. Да, ну, действительно, него такое сложный поведение. подросток, Но он сложный. Мы очень и по добрый. психологам ходили. с Он ним уже очень много добрый. Он где. своих сестер всех любит. Вы понимаете, вот вы говорите, что она хорошая мама. Я даже тоже, как и Юля, не спорю. Но проблема в том, что если она не остановится, то у детей не будет мамы вообще. А что вы думаете про мужа-то ее? Ну, честно, я когда приезжаю, муж всегда уходит. Он сидит на Лодырь он. улице, курит, Пьет. и То, что он лодырь, это что он лодырь. на улице делает, я не знаю. Лодырь. Посуду помыть, может, полы помыть, дома прибрать. Вот в этом он плане молодец. Какая-то помощь есть. За детьми там отвезти, привезти. Это вот да. А так, вот по хозяйству, честно, я хожу, других мужчин прошу, плачу, где-то А этот договариваюсь. лодырь и мне живет у вас помогают. дома. К нам приехала кума ваша, Анна Бумажкина. Она ставит жесткое условие. Или лечение, или лишение прав. Вот так она думает. Здравствуйте. Оль, нужно лечиться. Оль, Ну, а нужно вам серьезно лечиться лечиться. не надо. Оль, я тебе предлагала. Я тебе говорила, Ань, нет у меня такого. Я тебе Есть, сказала, Оль, что я Оль, завяжу, и все. И все. Нет, Оль, Подождите, а что вы завяжете, если, по вашим словам, вы только пивко иногда по праздникам Ну, они пьете? знают, что я пиво пью. Ну, не совсем, Оль. Ну, давай не Ну, в будем. редких случаях, когда я что-то там То есть вы вино или предлагали ей шампанское. лечение? Я верно? сама лично, да, я пару раз приезжала, она была, да, трезвая, мы с ней разговаривали, согласись. Да, Я мы ей разговаривали над этим. предложила, говорю, Оль, давай поедем к наркологу, давай, я помогу, я отвезу, привезу. Как бы никуда мы афишировать это не будем. На что она сказала, нет, я не алкашка, Скажите, А она прям пьет. пьет. Когда ты была трезвая, вспомни, пожалуйста, когда мы с тобой разговаривали про больницу, про все. Был такой разговор, Был я такой помню. разговор. Помню, мы с Ты тобой мне ответила, разговаривали. Ань, они меня все... Достали. Я устала, да, я не могу. То, извини, вот эти синяки, то вот это вот ты не дала на бутылку, ты не дала на сигареты. Он же тебя душу вытрясает. Дай Да на это бутылку, понятно, дай на да. бутылку. Ань, ну что, не гнала я его, гнала. Ну вот, надо либо и его, и тебя лечить, его лечить, либо тебе от него избавиться. Оль, Не, это, надо от него понимаешь, это избавиться. плачевно а кончится. скажите мне, пожалуйста, вот в том Тебя доме, лишат в когда-нибудь. том доме, где вы живете, он прописан или нет? Нет, он там никто. Вот так вот, а Всё какие проблемы? пинком. Вызываете по участковую и говорите, вот этот человек забрался ко мне в дом. Но она же не захочет. Да. В том-то и Да дело. почему я не захочу? Да Подожди, почему? Да потому потому, что- тебе 100 раз тоже говорил, давай, обратись ко мне, что ты, блин, сам, ты, да, потом тебя нету. И все, и ты забыла. да, Вон типа. вам Заур вышвырнет его. Правильно я понимаю, что у вас настрой Нет, мне категоричный? на самом деле я Подожди. хочу от него избавиться, я устала. Нет, Ну, я так хочу, избавьтесь. чтобы она вылечилась. Вот честное слово, я Чтобы с она этой поняла, целью если и ты не приехала. вылечишься, Если у она тебя заберут откажется, детей. подождите, если она откажется лечиться, какие шаги должны быть предприняты? Ну, если, ну, хотя бы, чтобы она тогда поняла, что насколько это серьезно. Вы как кума, все-таки как близкий человек к семье, скажите, пожалуйста, откуда у нее такие проблемы с Тимофеем? Когда они жили именно у нас в поселке, нет, он только шкодничал так вот по школе да. где-то. Когда они переехали уже туда, я как бы первый там год, наверное, я ездила, часто я приезжала, как бы. Потом, как приеду, выпившая, я уезжала. Да он сам Ну, в открытую это говорил. Да, и он сам в открытую это говорил, что... Тимофей. Да, Тимофей, что да. торец говорит? дал, потому что она пьет постоянно, она достала Последнее, я говорю, уже, Тимофей, не блин. трогай ее. Мы, да. А что он вам говорил? Вы говорите, не трогай. Она, Он что? она задолбала пить. Вот. Вот мне интересно, задолбали ли вы пить опеку? Это же очень важно услышать их Ань, мнение. Давайте. Так, я подождите, на сидела экран посмотрите. с ним. Семья состоит в едином банке данных в течение года. С июня 2022 года поступил протокол сотрудников инспекторов полиции по делам несовершеннолетних в связи с
употреблением алкогольной продукции. В данную семью субъект системы профилактики выезжает очень часто, один раз в неделю или один раз в 2 недели к ним. Продукты питания у них всегда вообще в полном объеме. У них есть полностью одежда по сезону. Ребята посещают школы, детский сад. Инспектора по делам несовершеннолетних предлагали маме лечение от алкоголизма. Но мама отказывается, регулирует это тем, что она не является алкоголиком. Все выплаты, которые положены от государства, мамочка получает. Более того, мама обращалась через соцзащиту и получила 200 тысяч на приобретение крупного рогатого скота. Отдел опеки входит в межведомственные рейды, которые организовывает комиссия по делам несовершеннолетних. Традиционно они проходят в новогодние праздники, каждый день, включая с 31 декабря. Даже в новогодние праздники критической ситуации не было. Вопрос о лишении родительских прав и материал на лишение родительских прав на семью в наш адрес не поступал. Самая первая, главная для нас задача – это сохранение кровной семьи. Поэтому мы прилагаем массу усилий для того, чтобы детки остались в биологической, в кровной своей семье. Хочу дать совет Анне Владимировне Поляковой, если она так беспокоится о кровной семье. В кровной семье есть проблемы. Это 2 пьющих родителя. Значит, что вы должны сделать по логике и по закону? Вы должны изъять детей из семьи, из кровной. Поставить условия и папе, и маме, что они пройдут курс лечения. Если вы действительно хотите сохранить кровную семью, сделайте так, чтобы родители вылечились. Я что-то не то говорю? Олечка, я не хочу вас осуждать, не хочу осуждать вашего супруга. Я просто хочу вам посоветовать. Вам очень мало осталось. Если вы думаете, что у вас вот враньем своим вы еще долго протянете, нет. Видя фотографию, однозначно нет. Поэтому вам решать. Искренне хочу поблагодарить соседей. Молодцы. Оля, вам повезло, что у вас рядом вот такие люди. Они правду говорят вам в лицо. Да, она горькая, но это правда. Вот ваш Тимофей кричит, чтобы вы его услышали. Бросить пить. Если вы не хотите, чтобы ваши дети делали то, что вы делаете, тогда перестаньте. Услышьте своего старшего сына. Я готова вам помочь, если вы сами этого захотите. Я смогу помочь наладить отношения с сыном и вылечиться. Да у нас уже с ним, в принципе, нормально становится. Мы с ним договорились. Все Господи, боже мой, ну вот это типичное поведение алкоголиков. Чуть какую сторону копнешь, у меня уже все хорошо. Ольга не уклоняется от исполнения своих родительских обязанностей. И, в принципе, органы опеки и попечительства, которые сейчас вот мы послушали их позицию, их мнение, правы. Оснований для лишения родительских прав я тоже не вижу как юрист. Однако есть статья 73 и 74 Семейного кодекса. Они четко говорят о том, что есть основания для ограничения родительских прав. И вот в этом смысле, если органы опеки внимательно, серьезно, обстоятельно к делу подойдут, то очень возможно, что через судебное решение Ольга может быть ограничена в своих родительских правах на полгода, а затем уже практика такова, что орган опеки идет с иском в отношении лишения родительских прав, если за полгода ситуация не изменится в лучшую сторону. Так что Ольге надо очень серьезно задуматься на предмет своего будущего и, конечно, будущего своих детей. Никто вас не говорит, что вы плохая мама. Но вы действительно в любой момент можете погибнуть. И от несчастного случая, элементарно упиться алкоголем, все что угодно. Дети останутся сиротами. Есть помощь. У меня есть реабилитационный центр. Я приму. Возможно, вам действительно нужно, чтобы опека вас ограничила, чтобы эта последняя капля вам капнула на темечко. Холодный Если душ. сейчас готовы, пожалуйста, поехали. Давайте выздоравливать. Мы сделаем все бумаги. Все с вами пройдем. Но это должно быть прям решение, а не игры.
игры уже не работают. А насколько это долго? А в вашем случае, может быть, и год. Я возьму их к себе. Я за Нет, ними я тогда у себя присмотрю. там. Нет, чтобы у себя, близко там, дома у было. себя там ничего не получится. Я детей никому не оставлю. Нет. Я Понятно. без детей, Ну, я даже дня не могу. Я уже вся вот плакалась. Значит, послушайте меня Так, на двое еще раз. суток я их Меня не послушайте вижу. внимательно. Значит, очень скоро, возможно, в течение того самого года, который вы могли бы потратить на лечение, ваши дети останутся без мамы. Точка. Абсолютно очевидно, в той ситуации, в которой вы находитесь, вам тут все пытались помочь. Вы отказались, отмахнулись. Ну, значит, теперь холодный душ вас ждет. Вам поставят Вас жесткие ограничат в условия. правах, заберут детей, и вы вынуждены будете поехать в реабилитационный центр, но только уже не к Василию. А за свои я деньги. не знаю куда. И за свои деньги.